Ну что, как ты тут? Я тут присяду, можно? Пока никого нет? Ну и как тебе оно? Да, сложно. Ну, я тебе хочу сказать, что ты так сильно не переживай. Я тоже пару раз разводилась, но ничего. Я тебе могу сказать, жизнь продолжается. И чего она ко мне прицепилась? Хотел себе в одиночестве понежиться на солнце, подумать о проблемах бытия, но нет. Ладно. Хорошо, хоть голос у нее приятный. Прямо услада для моих ушей. Добро пожаловать в Кейптаун. Это жизнь других. Говорят, здесь опасно, но очень красиво. Говорят, что здесь живут скромно, но очень весело. Именно здесь пишут законы, по которым живет вся страна. Но в некоторых районах города правит беззаконие. Какой же он Кейптаун на самом деле? И какая же она жизнь других? Сегодня мы с вами все это и узнаем. Кейптаун – второй по величине и первый по красоте город в Южной Африке. Здесь расположен парламент, поэтому его называют законодательной столицей ЮАР. Вид на Кейптаун сверху напоминает пейзаж с красивой открытки. Но так ли все безоблачно в жизни местных африканцев? Если верить последним подсчетам, в Кейптауне живет практически 4 миллиона человек. Кто-то, как семья Наила, живет очень скромно, не в самом благополучном районе и старается экономить на всем, чтобы хватило ему на еду и на коммуналку. Ну а кто-то живет гораздо лучше, ведь, как и Алистер, занимается прибыльным бизнесом. Например, разводит страусов и зарабатывает на продаже их яиц. Ну а кто-то, как Байрон с Анжелика, не только работает и помогает своим родителям, но и не забывает развлекаться, проводя время в местных барах, в которых многие знакомятся, влюбляются и решают провести всю свою жизнь вместе в окружении толпы детей. Роды в государственных клиниках доступны каждой жительнице Кейптауна, ведь с тебя не возьмут ни копейки. А вот роды в частных клиниках стоят примерно 40 тысяч рандов. Но эту сумму не будут платить те, у кого есть медстраховка. Я пришла в государственный роддом и хочу сказать, что ожидала я увидеть другую картину. Ведь я бывала раньше в африканских роддомах, и все было куда проще. Мы находимся на полном гособеспечении, но периодически обращаемся за помощью в благотворительные организации, так как частенько нам чего-то не хватает. И речь идет не только о лекарствах или подгузниках. При выписке детей вот так вот наряжают, видите? Такие красивые им какие-то прям жилеточки дают. Но все это помогают спонсоры. Государство ничего этого не делает. Ну, какая разница, когда твой ребенок выходит из роддома в такой красивой одежде, а с бантиком, а? После родов в больницах никто особенно не задерживается. Если все прошло хорошо, то 6 часов молодая мать отдохнула, и все, домой. Но я бы тоже не особо засиживалась, ведь уединиться здесь просто невозможно. В роддоме все палаты рассчитаны на 2 и на 6 человек. И нет ни одной палаты на одного, VIP. Ну, вот знаете, как вот все вот любят. Я спросила, почему? Почему у вас нет? Не потому, что они не могут себе позволить, а потому, что они не хотят. Потому что им нужно общаться, представляете? Вот она вот будет лежать, вот эта одна в палате, вот, понимаете, вот с кем даже не с кем поговорить. А так всегда вот есть разговорчики, понимаете, подружка. И есть еще одна особенность в местном роддоме, которую я больше нигде не видела. Для рожениц тут есть вот такой, так сказать, я не знаю, магазин. Тут и булочки, и сэндвичи с мясом, и мюсли с йогуртом, даже чипсы и сосиска в тесте. То есть выбор огромный. Они вот так вот ездят по палатам и с тележкой заходят, и ты покупаешь себе все, что душе угодно. Прям как в поезде. Ну вот, мне так кажется, правда? Ой, очень тяжелая,
очень здорово. Но шоколадки и фастфуд едят в основном малообеспеченные жители Кейптауна. Ведь те, у кого есть деньги, выбирают полезную еду. Например, страусиные яйца или же стейк из страуса. И обо всем этом как никто знает Алистер, который день и ночь проводит на своей ферме. Ну, а ты ешь стейки из страусов? Ну, конечно, это же самое полезное мясо. В нем почти нет жира, а значит, оно диетическое. Ты поэтому такой стройный, потому что ешь страусиное мясо. У меня просто очень нервная работа. Слушай, ладно, ну идем. Скажи мне, это правда, что страус может дать пендаля, и ты улетишь очень далеко? Говорят, что у них очень сильные ноги. Это правда или нет? Страусы очень опасные. И всегда стоит помнить, что они не пинают, а бьют сверху и своим острым ногтем могут вмиг распороть вас. И вы вмиг потеряете все органы. Страшные животные. Я думала, такие миленькие, хорошенькие. Понимаешь? Ух, какие зверюги ходят. Видали, а? На своей ферме Алистер не убивает птиц, ведь он зарабатывает не на мясе, а на их яйца, которые стоят 280 рандов за штуку. А вы знали, что в одном страусином яйце столько же белка и желтка, как и в 20 куриных яйцах? А им можно накормить 10 человек. Но прежде чем его вскрыть, понадобится пила, ведь скорлупа очень твердая и прочная. А чтобы качество яиц было высоким, страусов надо хорошенько кормить. Этим мы сейчас с Алистером и займемся. Ну, давай. Ням-ням. На. О! Какой силач! Ничего себе! А такой хорошенький, как в мультике, знаешь? А что это за корм? Из чего он? На палеты похож. Он не плюнет сейчас на меня? Это специальный комбикорм для страусов. В нем кукуруза, бобы, разные семена. А девочка, видишь, уже не с такой силой клюет, идет сюда. А сколько им нужно килограмм в день съедать? Не меньше одного точно. Порой и 2 съедают. И ты сказала, что самец агрессивен, но обрати внимание на его клюв и лапы. Они покраснели, это значит, что он готов к То есть, спариванию. серьезно? Когда он уже готов, у него все краснеет? Как интересно. Я такого еще не встречала. Законы природы никто не отменял. Все спариваются и размножаются. Вот, правда, людям после этого надо искать, куда же пристроить своего ребенка. Ведь декретный отпуск здесь хоть и есть, но позволить его себе могут далеко не все. Некоторым мамам приходится выходить на работу чуть ли не сразу, прямо с ребенком на спине. Но детские сады могут себе позволить практически все, ведь они есть даже в самых бедных районах. Жилой спальный район, можно так сказать. Вот видите, сушат белье, играют дети в бутылочку какую-то. А за мной детский сад. Хорошо знаешь, что ты тут живешь, никуда не нужно возить детей, никуда не нужно вот это вот думать никогда о том, как его завести, куда. Идем посмотрим, что там внутри. В районе Ланга, где мы находимся, примерно 36 садов, и все они государственные. И пусть наш сад маленький, у нас даже нет туалета, все рады и этому. А в туалет дети ходят на улицу, судя по всему, так как горшков я здесь так и не увидела. Хорошо, что хоть сейчас тепло. Даже страшно подумать, что они делают, когда за окном холода. У вас тут дети с какого возраста? К нам приводят детей с 1 года и до 6. А то есть я так понимаю, что еду они тут сами себе носят, да? Вы их не кормите? Нет, мы здесь готовим. Так, а чем вы кормите? Суп, каша, сэндвичи. Дети, мне кажется, больше любят снеки, чем вашу кашу. Сюда сложно устроить ребенка в садик или, в принципе, все дети приходят к вам? Все могут прийти. Это бесплатно? Нет, месяц обучения стоит 200 рандов. Любая норвежская или британская мама просто позавидовала бы такой цене за сад. Но здесь у многих нет и таких денег. Если вы часто путешествуете и собрались в Африку или в любую другую страну, то новый сервис от Aviasales для вас. В него входит кэшбэк в рублях, специальная ускоренная поддержка, которая всегда на связи и поможет в любом вопросе. Даже посоветует, где можно вкусно поужинать. И еще много чего полезного. Путешествуйте еще проще и еще дешевле. Скидка по ссылке в описании.
Когда родителям нечем оплатить сад, мы входим в их положение. Мы прекрасно понимаем реалии, поэтому приходится выкручиваться из того, что есть. Главные расходы – это еда, подгузники и зарплата для наших воспитателей. А я бы этим воспитателям еще и памятник поставила. Ведь за час, который я находилась в саду, я чуть с ума не сошла от криков, визгов и всего шума, который тут не затихает ни на секунду. Радует одно, что в саду есть хорошо всем нам известный тихий час, на который просто молятся местные воспитатели. Ведь целых 60 минут они могут провести в тишине и полном спокойствии. Возможно, среди этих маленьких детей есть будущие врачи или политики, учителя или айтишники, но, думаю, часть из них точно выберет другую, более перспективную профессию для этих краев. У нас, как и во всем мире, поступить в университет могут далеко не все, поэтому дети ищут другие варианты. Всегда можно поступить к нам. Во-первых, это намного дешевле университета. Во-вторых, учиться нужно всего 3 недели. Видите вот эту очередь? Это люди, уже сертифицированные охранники. Они уже отучились, стоят за своими дипломами, чтобы забрать. А я сейчас зайду в школу и посмотрю на тех, кто только учится быть охранником. Представляете? Каждый год по всему ЮАР от 10 до 20 тысяч человек получают дипломы охранников. 3-недельный курс стоит 1650 рандов. Это многим по карману. К тому же зарплаты у охранников одни из самых лучших, так что можно будет быстро отработать эти деньги. Обучение, как и везде, делится на несколько частей – теория и практика. Поэтому начнем с занятий в классе. Каждый из студентов должен уметь обращаться с дубинкой. Мы объясняем, как ее держать и как ей обороняться. Также у нас есть урок по использованию металлоискателя. Некоторые умельцы так надежно прячут пистолеты или ножи, что надо уметь правильно их обыскивать. А также мы рассказываем, как провести задержание и надеть на преступника наручники. Ага, и все, да, я поняла. Подожди, а мне же интересно, а вот это рубашки у вас учат гладить или что это? Каждый уважающий себя охранник должен быть чистым и аккуратным. Иначе к нему не будет доверия, и преступники не будут воспринимать его всерьез. Поэтому мы рассказываем, как нужно стирать и гладить свою форму. Слушайте, вообще ваша, кстати, школа мне очень нравится. Сюда надо всех приводить, чтобы и показывать им, как надо стирать с порошком, гладить, понимаешь, и как нужно работать. Я даже на секунду подумала, что здесь и укладки учат делать, раз уж среди студентов много девушек. Ну тут я смотрю, у вас еще фен. Нет, это не фен. Это этот фонарь. На фен похож, знаешь, как вот так, чуть-чуть. Наши выпускники работают обычно в торговых или бизнес-центрах, магазинах и офисах. Некоторые устраиваются в качестве личного охранника в семьи к богатым людям. А почему вы захотели стать охранниками? Почему не пошли в какую-то другую профессию? В Южной Африке не такой уж и большой выбор профессий. Но если ты охранник, то без работы точно не останешься. Также обязательная часть обучения – это практика, когда всех выстраивают на улице и оттачивают все то, чему научили в классе. Абсолютно в каждое заведение, будь то кофейня или большая гостиница, ресторан или хостел, обязательно нанимают охранников. И в придачу обтягивают периметр заведения проводами, по которым идет ток. Раз уж быть охранником в Кейптауне так же модно, как быть блогером в других краях, давайте же разберемся, в чем причина. Можно сказать, что в Кейптауне безопасно, просто лучше лишний раз не появляться в бедных районах. Из-за безработицы у людей нет денег на нормальную жизнь, и они опускаются до воровства и разбоев. Спасибо Богу, он меня бережет. Но по соседству с моим домом пару раз перестрелки происходили. Мы живем в отдельном закрытом районе, и, находясь здесь, нам ничего не грозит. А приключения искать мы не собираемся. Ресторан, в котором работает Назли, тоже надежно охраняется.
Здесь редко можно увидеть простых рабочих, но вот бизнесмены и туристы здесь постоянные гости. Но от уровня твоего дохода зависит не только, в какой ресторан ты можешь себе позволить, но и что ты можешь купить в самом обычном продуктовом магазине. Несмотря на то, что килограмм страусиного мяса стоит 42 ранда, позволить его себе могут только обеспеченные люди. Чаще всего из мяса мы покупаем себе разве что коровьи кишки и головы баранов. Если стейки из страусов и жаркое из кишок – это две крайности, то среднестатистический кейптаунец точно сможет себе позволить местное блюдо Кейп Малей. А что это и как его готовят, мне расскажет местный шеф-повар Назли. Сначала добавляем лук и обжариваем его на масле. Дальше особое внимание уделяем специям. Добавляем гвоздику, лавровый лист, чеснок и обязательно карри. Специи нужны, чтобы сделать наше блюдо таким чук-чук-чук. Чук-чук-чук? Ну чтобы еще надо чук-чук-чук-чук. Ой, ты разговариваешь, как я. Чик-чирик, чик-чик – это все мои, да. Абсолютно. Абсолютно. Но самое главное – это мясо, которое Назли добавляет в самый последний момент. Полчаса, и блюдо готово. Очень, несмотря на то, что это мясо, оно очень какое-то легкое и воздушное. И очень такое оно пряное, потому что столько много там пряностей всех этих. И вот эта кислота, вот чувствую ее. Рис, овощи. Ну все. Как всегда, ребят, вы же понимаете, я ем, оператор трясется, с утра ничего не ел, а я наслаждаюсь. Африку однозначно нужно увидеть своими глазами. И помочь в этом может туристическая компания с безупречной репутацией Africa Royal Travel. Организация премиум-туров по всему континенту. Наземные и морские сафари, чартерные авиаперелеты, круизы и океанская рыбалка, а также помощь в подборе коммерческой и жилой недвижимости. Помощь в ведении бизнеса и с получением вида на жительство. Africa Royal Travel – ваш надежный помощник в Африке. Фелисия живет скромно, поэтому Кейп Малей не часто появляется на ее столе. Она главный кормилец в семье, и, пожалуй, единственный предмет роскоши в ее доме – это спутниковая антенна. Да, мы очень любим смотреть телевизор, поэтому без антенны никак. Кань, а сколько каналов у вас? Мы платим 450 рандов за ТВ, поэтому у нас 100 каналов. Ну, знаешь, я тебе расскажу один канал. Знаешь, там есть одна программа очень интересная. Дом Фелисио, как и другие дома в этом районе, очень компактный. Примерно 60 квадратных метров. И если Фелисио живет с 15-летним сыном и 3-летней дочерью, а также пожилой мамой, то в некоторых соседних домах живет и 7, и 10 человек. А муж где? Я не из тех, кому нужны мужчины. Ну, то есть, я так понимаю, что последний раз он был 4 года назад, да, когда дочка была, да? Он и сейчас есть. Каждое утро водит дочь в сад. Мы общаемся, просто не живем вместе. Ой, слушай, так прекрасно. Знаешь, так живешь в отдельных домах. Он утром приходит, забирает дочку, отводит, потом приводит. Что еще он делает? Так как у него машина, то каждую неделю он возит меня за покупками. Но мне просто так надоела вся эта семейная жизнь, сил моих нет. Брак – это же сплошной стресс. Ой, стресс, да, ой, стресс. Господи, как я ее понимаю, женщин. Но являясь главой своей семьи, Фелисио вынуждена работать день и ночь. Кроме основной работы в ресторане быстрого питания, мы всей семьей занимаемся продажей имбирного пива. Моя мама и сын моют и высушивают бутылки, а я готовлю напиток и продаю его. Вслед за комнатой, которая является и гостиной, и прихожей, и кухней, и центром по производству пива, находится крошечная спальня, в которой спит вся семья. Здесь спит моя мама, а там на нижнем ярусе сплю я с дочкой, а сын наверху. В доме еще уместилась небольшая ванная комната, больше напоминающая кладовку. Стоит такой дом 220 тысяч рандов, а на коммуналку уходит от 800 до 1000. Электричество у вас тут дорогое, потому что у меня в гостинице, представляешь, каждый день выключают и говорят, это для экономии. А у вас? У нас происходит то же самое. Только что-то соберешься делать, и тут бац, и нет света. Всему виной коррупция и отвратительный менеджмент в компании, которая отвечает за свет. Им попросту плевать на людей. За неделю, бывает, по 3-4 раза свет отключают. А с водой у вас нет проблем?
Это еще одно ежедневное испытание, так как нам выделяют лишь 350 литров в день. Я каждый раз думаю, мне бутылки мыть, стирать вещи или же самой помыться. Ну, слушай, ты так это серьезно, ты понимаешь? А кто тебе помогает? Я одна все и тяну. Мама болеет сильно, и помогает только старший сын. Поэтому я часто беру в ресторане ночные смены, чтобы днем быть дома и заниматься домашними делами. Получается, что у Фелисио вся надежда только на сына. Скажи мне, пожалуйста, то есть я так понимаю, что ты уже помогаешь маме, ну а вот как ты планируешь, кем ты хочешь быть, чтобы помогать маме, чтобы она перестала, не знаю, ночью работать и отдыхала? Хочу стать известным блогером, заработать много денег и перевести всю семью в Беверли-Хиллз. Ну все, иди. Всё. Слушай, а ты мне скажи, если твой сын вырастет и переведет в дом девушку, невесту, и она будет белая, какая у тебя будет реакция? Да пусть женится на ком хочет. Главное, чтобы жили отдельно. Ты идеальная мама, понимаешь? Пусть женится на ком хочет, понимаешь? Покупает себе дом и живет в своем Беверли-Хиллз, и мне присылает деньги. Я не просто так спросила Фелисио про невесту для сына. Ведь в Кейптауне по сей день возникают конфликты на почве расы. И если жители со светлой кожей не могут рассказывать каких-то историй, связанных с их притеснением, то вот другая часть населения приведет 1000 таких примеров. В страшные годы апартеида, когда все коренные жители были отделены, нам не то что одним транспортом нельзя было пользоваться, нам не разрешали сходить даже в общественный туалет. Когда мне надо решить какой-то вопрос как менеджер ресторана, в котором я работаю, некоторые белые просят, чтобы пришел менеджер одного с ним цвета кожи. Куда бы я ни зашел, в магазин или торговый центр, за мной будут следить тщательнее, чем за любым белым. Ну что же делать? Неужели эту проблему невозможно решить? Когда мы наконец-то начнем изучать и уважать историю и культуру друг друга, тогда и будет мир. С 91 года власти пытаются как-то сгладить эту тему и вводят много законов в поддержку коренного населения. Если, например, на должность претендуют 2 человека с разным цветом кожи, но с одинаковым образованием, то предпочтение дадут темнокожему. Но кое-что точно объединяет всех жителей Кейптауна. И тут уже не важен цвет кожи, пол и возраст. Если по телевизору или на стадионе идет матч, жизнь в городе замирает. Мне сказали: Жанна, едем. Спортивное поле, мужчины, команда, мяч. Ну, я думала, как всегда, классика жанра. Что я там не видела? А тут, оказывается, ребята, регби. Вообще ничего не знаю про эту игру. Уже кричат, режиссер мой тоже не знает, оператор тоже. Сейчас будем узнавать. Если вы, как и я, не знали, что такое регби, то приготовьтесь. Это жесткий и опасный вид спорта, в котором важна физическая подготовка. В среднем за одну игру 3 игроков получают травмы. При столкновениях и захватах соперника многие ломают ноги, руки, колени, плечи. Ой, разбивают головы. Я думала, что самое страшное, что я видела, это родео в Техасе. Но, видимо, нет. Регби – это не просто спорт в Кейптауне. Это целая культура. А наша национальная сборная – это гордость для нашей страны. И чтобы вы понимали, этот 83-летний дедушка еще каких-то 7 лет назад и сам во все играл на поле. Он бы и сейчас боролся за мяч, но здоровье не резиновое. Как вы уже поняли, без отличной подготовки на поле делать нечего. Поэтому во время сезона с апреля по октябрь мы тренируемся по 3 раза в неделю. Но перед самим матчем мы больше фокусируемся на стратегии. Национальная сборная по регби не раз побеждала на международных чемпионатах. Поэтому все игроки пользуются здесь такой же популярностью, как и Бекхэм в Британии. И зарабатывают они соответствующе. А вот парни из самого старого регби-клуба, в который я пришла, вынуждены работать на других работах. Ведь призовых на чемпионатах недостаточно, чтобы прокормить семью. А сколько же зарабатывают жители Кейптауна? В месяц врач госклиники получает от 7 тысяч. Зарплата учительницы в частной школе около 11 тысяч рандов. Оплата опытного юриста колеблется в районе 10-15 тысяч. Повара зарабатывают от 3 и до 20 тысяч, смотря куда устроишься.
И зарплата всех жителей Кейптауна напрямую зависит от того, получил ли ты высшее образование. Поступить в университет на самом деле очень легко. Нужно просто очень хорошо закончить школу. Ну, просто очень хорошо. И тогда все, вперед. Университет ждет тебя. Образование в университете стоит примерно 60 тысяч рандов в год. И чтобы получить степень бакалавра, надо учиться 4 года. Но если ты очень умный, но из малообеспеченной семьи, ты можешь претендовать на стипендию и получить бесплатное образование даже в самом лучшем университете страны. В 50 километрах от Кейптауна находится небольшой студенческий городок Сталенбош, который когда-то построили еще голландцы. Приезжая сюда, кажется, что ты попал в Европу. Сталенбош даже часто сравнивают с Оксфордом. И что-то общее у них таки есть. Огромная территория, на которой стоит большой красивый кампус. А внутри него комфортные аудитории, длинные коридоры, старинные лестницы, кафе и закусочные, в которых часто проводят время все местные студенты. Каждый год из 100% желающих поступить в наш университет только 10 в итоге оказываются студентами Сталенбоша. Виви не просто студентка 4-го курса. Она еще и председатель студсовета. И уж она, как никто, знает, что такое учиться днем и ночью, сидя за книгами в библиотеке. А ты часто приходишь в библиотеку? Вот-вот экзамены, поэтому я здесь безвылазно. Хотелось бы, конечно, в кино или на свидание, но пока не получу зачеты по всем предметам, из библиотеки не выйду. Просто мне, знаешь, что интересно, что сейчас же все можно найти в компьютере, все есть в интернете. Поэтому все говорят, что мало людей ходят в библиотеки, а вы молодцы. А живете вы где? Живу в общаге, она находится в 5 минутах от универа. На всех хватает общежития или кто-то живет, не знаю, в апартаментах? К сожалению, нет. Да и стоит она ого-го. Некоторым каждый день приходится ездить из Кейптауна и обратно. Я бы с ума сошла. Общежитий несколько, и цены на них разные. В среднем многие студенты платят за проживание 50 тысяч рандов. Но есть приятный бонус. В эту сумму входит 3-разовое питание. Но кто бы как усердно не учился и сколько бы ни сидел за учебниками, все находят время на отдых. И очень часто молодежь Кейптауна можно встретить вечером в одном из местных баров в кругу друзей, где он или она может не только потанцевать, пообщаться и весело провести время, но также и познакомиться с кем-то. Итак, сейчас рубрика «Полезные советы». Хотите узнать, как девушка может познакомиться с парнем? А? Вот так вот. Хотите? Я тоже хочу. И мне интересно. Ну, заодно узнать, кто платит, и парни как знакомиться. Все интересно. Анжелика и Байрон запросто могут сказать, в каком заведении вкуснее коктейли, где лучше музыка, а куда приходят самые красивые парни и девушки, с которыми можно познакомиться. Пусть и на одну ночь. Сидите вы за ужином в какой-то компании, тебе понравилась девушка, ты как, можешь подойти к ней и взять ее номер телефона, или вы сразу можете вечером пойти куда-то? Начну с нескольких комплиментов, потом представлюсь и спрошу ее имя. Мы поболтаем несколько минут, и чем менее доступная будет девушка в общении, тем больше интерес она во мне разбудит. Мужчины хищники. Мы не любим легкую добычу. И если все будет как я люблю, то обязательно возьму у нее номерок. Ах, вот оно как оказывается. Когда ко мне кто-то подходит знакомиться, то главное, чтобы он был адекватным, и у него было отличное чувство юмора. В бары редко приходят для того, чтобы найти серьезные отношения, хотя бывают и исключения. Слушай, ну вот как парень может познакомиться с девушкой, понятно. А вот ты когда-нибудь знакомилась с парнем первая? Как вот это ты можешь сделать? Если мне кто-то понравился, мои подмигивания и намеки он не замечает, я спокойно могу подойти первой. Я молодая и уверена в себе. Если чего-то хочется, надо действовать. Конкретно, что ты скажешь? Я, конечно, сделала первый шаг, и что дальше? Давай познакомимся, давай выпьем, или просто будешь смеяться, как дура? Я начну с какой-нибудь остренькой шутки. Например, спрошу, на какой барахолке он купил свой наряд. Во-первых, я дам ему понять, что я знаю себе цену.
А во-вторых, я сразу пойму, насколько он адекватный и есть ли у него чувство юмора. Итак, девочки, запомните лайфхак. Хотите познакомиться, подходите. Видите, дорогие тупли? Говорят, ой, на рынке купил, ха-ха-ха, и все. И он ваш. Ребята, давайте чин-чин, я думаю. Давай. В общем, если вы хотите покорить сердце местной девушки, запаситесь несколькими анекдотами. А вот с парнями надо быть холодной и неприступной, как королева. Скажите, вот в Кейптауне у молодежи, я вот смотрю, прям, ну, так все хорошо. Вы такие красивые, вы такие свободные. Что у вас плохо? Какими бы современными мы ни были, а все же цвет кожи до сих пор самая большая проблема. Ведь даже если для нас это ничего не значит, наши родители ни за что не позволят связать свою жизнь с человеком другой расы. Но мы надеемся, что уже наши дети с таким никогда не столкнутся. Как учиться, знакомиться, влюбляться, заводить семьи, население Кейптауна мы уже узнали. Но есть еще одни местные жители, которые заслуживают отдельного внимания. Ведь они настоящая визитная карточка города. И это пингвины. Я постоянно вам рассказываю про жизнь других, но в Кейптауне невозможно не рассказать про жизнь пингвинов. Это настоящая жизнь других. Как они рождаются, живут, женятся, я не знаю, работают, в конце концов, разводятся. Да, такое тоже бывает. Все это сегодня мы с вами и узнаем. Нам очень повезло, ведь прямо на нашем побережье можно наблюдать за пингвинами в их естественной среде, а не смотреть на них в зоопарке каком-нибудь. Пару для создания семьи пингвины выбирают себе сами, в отличие от жителей Индии, например, где этим занимаются родители. Да и флиртовать им проще, чем людям. Не надо угощать коктейлем, дарить цветы, в кино приглашать. Достаточно просто лишь спеть серенаду. А звучит это примерно так. Ой, какие хорошенькие. Слышите звук? Ого, ничего себе. Самку зовет. Идем. Я иду, мой хороший. В марте и апреле у пингвинов происходят активные брачные игры. И тратиться на дом или квартиру им не надо. Ведь достаточно либо выкопать ямку, либо построить гнездо из камушков, куда самка отложит 2-3 яйца, которые надо будет насиживать примерно месяц. Всего месяц? Звучит лучше, чем 9 месяцев. Так и я могла бы рожать и рожать. Тем более у пингвинов яйца высиживают в основном самцы, пока мать на работу ходит, так сказать. Ну, если точнее, рыбу добывает. А главное, когда птенец вылупится, декрет всего 5 недель. У пингвинов, как и у людей тоже, все рассчитано и все продумано. Когда родители уже хотят уходить вдвоем на работу, ну, уже приходит время, что делать с детьми? Как вы думаете, а? Вот что им делать? Все правильно, они их отдают в детский сад, и все, и идут на работу. Ну что, надо же как-то прокормить. А воспитателями становятся взрослые птицы, в том числе и холостые, которые остались не у дел, так сказать. Они охраняют молодняк и следят за порядком в детском коллективе. А главное, что это бесплатно. И не надо записывать детей в детсад в момент, когда яйцо высиживаешь. Места будут всегда. Ну, красота же. Хотя не все так безоблачно. Ой, вы знаете, видите, сидит, отдыхает. Ушел, наверное, от семьи, от детей, устал. Ну, а что вы хотели? Пингвины выбирают себе партнеров на всю жизнь. Представляете? Но говорят, что 14% разводов случается даже у них. Слушай, ну столько всю жизнь жить с одним и тем же, ну, честно сказать, ну, сложно. Ну, всякое в жизни может быть. Видишь, ушел, бедный. На пингвинов частенько ездят посмотреть Джеред и Колсум со своими детьми. Но чаще всего они собираются все вместе вечерами дома за вкусным ужином. Кто готовит? 50 на 50. Кто свободен, тот идет к плите. А бывает такое, что ты приготовишь, а он говорит, фу, как невкусно. Ни разу не слышала такого. Даже когда сама понимала, что испоганила блюдо, Джеред уплетал его за обе щеки. Думаю, он побоится сказать такое.
Как вы уже поняли, семья живет в частном закрытом районе, в котором вырос Джерри. Приезжая сюда, сразу видишь разницу с районом, в котором живет Фелисио. Тут и чище, и зеленее. У домов растут высокие пальмы, дома ограждены заборами, и практически у каждого из них стоит одна или две машины. Здесь каждый сосед знает друг друга, и случайные прохожие здесь не появляются. А если вдруг и появятся, то об этом тут же сообщат всем жильцам в чат и со скоростью звука вызовут полицию. За все хорошее приходится платить. Чтобы жить в чистоте и спокойствии, ежемесячно приходится платить 3000 рандов за обслуживание территории. А кроме этого, еще и на коммуналку уходит минимум столько же. Кстати, дом в этом районе в 150 квадратов обойдется примерно в 4 миллиона рандов. А вообще вы ругаетесь? Да, иногда он просто сводит меня с ума. Ой, вот это я люблю, понимаешь, нормальные люди. Нет, мы никогда не ругаемся, мы такие все прекрасные. Из-за чего вы ругаетесь? Да из-за ерунды какой-то. Соседи не прибегают на ваши крики? Ой, во время локдауна все так друг на друга орали, пока были закрыты дома, что на шум уже всем плевать. Нам для комфортной жизни надо зарабатывать в месяц минимум 1030. Ведь пока оплатишь счета, оденешь, обуешь детей и так далее, ничего не останется. А еще не стоит забывать про оплату школы. И школьное образование, как и вся жизнь в Кейптауне, бывает совершенно разным. Кто-то учится в госшколе, где в классе может быть по 50 человек. Кто-то же ходит в частную с лучшими условиями, но за это родители приходится отдавать последние деньги. Если в госшколах родители платят примерно 300-400 рандов в год за все про все, то вот в частных образование стоит минимум 4000. Умножьте на 12 лет и получите неподъемную сумму для многих жителей ЮАР. Поэтому первое, что делают многие, когда хотят завести ребенка, начинают откладывать деньги на образование. Но какой бы ни была школа, все они работают по одним и тем же правилам и с одинаковыми запретами. Мы все должны носить форму, и при этом девочкам не разрешают краситься. А попав на перемену, я обратила внимание, что ни у кого в руках нет мобильных телефонов. Слушайте, африканские дети в школе на переменах кричат, представляете, играют в разные игры, смеются, общаются. А все знаете почему? Потому что они не знают пароль от Wi-Fi. Вот вам и весь секрет. Будь я местной школьницей, тоже прыгала бы на переменах. Ведь 1 мегабайт мобильного интернета стоит как 2 школьных обеда. И на Wi-Fi, который есть во всей школе, поставили такой пароль, что даже хакеры сломали бы голову, взламывая его. Но может оно и к лучшему. Больше внимания уделяют учебе. Но быть внимательным и сосредоточенным в Кейптауне надо не только в школе на уроках, но и на дорогах, если ты водитель авто. Ведь никогда не знаешь, следят ли за тобой или нет. Полиция часто патрулирует город в гражданском, и ты ее не отличишь среди остальных. И чтобы тебя не поймали и не выписали штраф, как половина твоей зарплаты, за какое-то малейшее нарушение, приходится водить аккуратно и осторожно. Мой знакомый водитель Волтер несколько раз попадался на мелких нарушениях. Но теперь он не нарушает вовсе. А что еще происходит на дорогах Кейптауна, сейчас я у него и узнаю. Общественный транспорт тут вообще у вас развит хорошо? Потому что я вот так вот езжу, я видела несколько автобусов, так что вот прям много как-то не видела. У маршруток сильный профсоюз. Они часто возмущаются, что мало зарабатывают. А из-за того, что им не помогают, они перерезают провода электротранспорта, чтобы люди добирались на работу и по делам только на маршрутках. Да ты что? Так, может быть, тебе пойти туда, или ты хорошо зарабатываешь? Если мне надоест жить, то пойду туда. Серьезно, а почему? Почему ты так говоришь? У нас до сих пор сильная расовая дискриминация. Раньше водителями были цветные, но теперь черные захватили территорию и угрожают смертью тем, кто будет выходить работать на их маршруты. Да ты что? Мне сказали, что это все, пережитки прошлого, что это было все раньше, а сегодня здесь все равны, все дружат. Я с людьми говорила, молодежи вообще не важен цвет кожи, им главное человек. А ты вот говоришь, что это так?
Приезжим всегда выдают желаемое за действительное. Но я здесь живу и знаю правду. И пусть меня дискриминация не касается напрямую, я волнуюсь за своих детей и своих родных, которым здесь жить. Джон и Энн прожили в Кейптауне всю свою жизнь и тоже сталкивались с разного рода несправедливостями. Сейчас они на пенсии, которая в ЮАР наступает в 60 лет для женщин и в 65 для мужчин. А если женщина всю жизнь, как Энн, была домохозяйкой, то от государства она не получит ни копейки. А хорошо здесь жить на пенсии? Выплаты у вас хорошие? Мне страшно подумать о тех людях, которым некому помочь. Потому что 1700 рандов в месяц хватает либо на очень скромную еду, либо на коммуналку, либо на лекарства, без которых пенсионерам сложно живется. А те пенсионеры, которым никто не помогает, работают день и ночь всю свою жизнь. И даже на старости, когда уже практически не могут этого делать. Все шансы встретить свою старость в нищете были и у Джона с Энн. Всю жизнь они прожили в бедном районе среди таких же работяг, которыми были сами. Джон круглыми сутками 7 дней в неделю работал сантехником, а Энн воспитывала дома 4 сыновей. Они всю жизнь мечтали о большом и красивом доме и всегда были буквально в шаге от его покупки. Я всегда понимал, что надо вкладывать все, что заработал, в образование своих детей. И делал это до тех пор, пока меня не сократили. Школу закончили все мои дети, но вот университет я успел оплатить только одному сыну. Честно, я не ждал, что он будет нас обеспечивать. Я просто хотел, чтобы хотя бы его жизнь сложилась лучше, чем наша. Но сын не только не подвел, но стал успешным и год назад купил родителям дом их мечты. Я помню, как сынок позвал нас с Камилой в ресторан и вручил конверт. Мы долго не могли понять, что же там такое. Он сказал, что теперь у нас есть свой дом, о котором мы мечтали всю жизнь. Мне кажется, так как я плакал в тот день, я не плакал никогда. Ведь переехать из трущоб в новый красивый дом было мечтой всей моей жизни. Я благодарен отцу. Он сделал все для того, чтобы я стал успешным. И теперь мой долг обеспечить их на старости и дать им все то, о чем они мечтали всю свою жизнь, но не могли себе позволить. Не знаю, есть ли какой-то секрет воспитания детей, чтобы они встали на ноги и прекрасно жили, еще имели возможность помогать родителям? Какой мы пример подадим своим детям, так они и вырастут. Мы проводили время с ними дома, а не бог знает где. Мы всю жизнь трудились сами и приучали не лениться своих сыновей. Вот пик вашего счастья, когда у вас был, в молодости или сейчас? Хотели бы вернуться в свою молодость? Я счастлив именно сейчас. Молодость была тяжелой, голодной, безнадежной. Приходилось работать по 7 дней в неделю, брать ночные смены, чтобы моя семья не нуждалась. Я отказался от своей мечты стать боксером, чтобы воплотить в жизнь мечты моих детей. И, слава богу, не прогадал. В жизни надо уметь правильно расставлять приоритеты. Не опускать руки, не унывать, стремиться только к лучшему. И самое главное – уметь ждать. И тогда жизнь обязательно вознаградит вас. Вы знаете, Кейптаун производит очень неоднозначное впечатление. Это город, который поделен не просто на разные районы, а на разные абсолютно миры. Кто-то скажет, что города лучше на земле просто не существует. Ведь этот кто-то живет в хорошем районе с милыми соседями и прекрасной лужайкой. А кто-то вынужден делить одну комнату на всю семью не в самом благополучном районе. Но и те, и другие знают, что их город может стать лучше, если Появится больше рабочих мест. Люди будут сами отвечать за себя. Уменьшится преступность.
Образование будет доступно всем. Улучшится уровень медицины. Люди будут помогать друг другу. Все будут любить Кейптаун. Сегодня у каждого жителя города есть шанс стать лучше, богаче, счастливей. Но все равно, пока, к сожалению, не всем это под силу. Можно продолжать работать на малооплачиваемой работе и думать только о сегодняшнем дне. А можно вложить все деньги в своего сына и разорвать, наконец, этот круг бедности. Конечно, намного легче живется тем, кто родился с серебряной ложкой во рту. Но помните, шанс есть у каждого. И действительно, зачем завидовать жизни других, если в эту самую минуту можно делать счастливой жизнь свою?